Здравствуйте! Это вторая часть выпуска «Топор таежный». Продолжаем. Рукоятка топора называется топорище. Для его изготовления я выбрал черемуху, так как она очень вязкая и прочная. А главное, что топорище из черемухи не сушит руки при рубке. Топорище надо правильно вырезать, чтобы волокна древесины располагались параллельно топору. Для этого следует расположить проушину параллельно волокнам и обчертить изнутри. Затем закрепляю заготовку по торцам и строгаю в толщину с небольшим припуском, примерно 2 мм в каждую сторону. Примерно как-то так. Я начертил на бруске форму будущего топорища, оно будет прямое. Здесь работает принцип бейсбольной биты: узкое и легкое основание и тяжелая голова. Теперь ушеем и диск 40 грит. Такая зернистость весьма бодро снимает лишнюю древесину, поэтому увлекаться не стоит. Постоянно промеряя, снимаю по миллиметру вниз топорища. И вот, топор уже начинает понемногу налезать. Набиваю его резиновой киянкой и снимаю. Остается черный след. Его надо немного снять и таким же образом двигаться дальше. Ну вот, топор уже плотно сидит на своем месте. Теперь по сделанной разметке надо вывести черновую форму. Эту операцию лучше выполнять с насаженным топором, так легче контролировать общую геометрию. Когда форма более-менее выведена, снимаем топор с топорища и подводим уже более точно. Вот общий вид уже более понятен. Теперь деликатная доводка. Осколком стекла можно легко убрать крупные неровности, а наждачной бумагой более мелкие. По окончанию доводки следует сделать разметку для пропила. От линии разметки следует отступить сантиметр и просверлить отверстие в двух плоскостях. Обязательно сделать это нужно для того, чтобы при расклинивании не произошло первого варианта. С просверленным отверстием топорище разожмется, но не треснет, как показано на втором варианте. Чтобы сделать идеально ровные и симметричные пропилы, надо надежно зафиксировать топорище, затем под углом сделать пропил древесины наполовину до отверстия, потом развернуть на 180 градусов, повторить манипуляцию и пропилить середину. Топорище следует обработать огнем. При таком методе обработки топор не будет наминать руки. Горелый верхний слой удаляется грубой тканью. Ну и чтобы защитить топорище от влаги, покрываю воском с последующим прогреванием до полного впитывания воска. Эту процедуру желательно повторить несколько раз. Закончив с воском, излишки удаляются тканью при полировке. Такой метод, конечно, на любителя, но я за простоту и практичность. Дорогой зритель, в целях экономии нашего времени насадку топора в этом выпуске я опускаю. В одном из предыдущих выпусков я подробным образом описал этот довольно интересный процесс. Ссылка на выпуск будет в конце и в описании. Едем дальше. Надо защитить шею топора. Для этого хлопчатобумажную нить нужно окрасить сажей. Сажей потому, что этот продукт натуральный, а раз так, то со временем не выгорит и не изменит цвет. Нитка готова. Теперь для более надежной ее фиксации надо сделать пару насечек, также и с обратной стороны. Чтобы сделать обмотку без узлов, чтобы она выглядела монолитно и гармонично, нужно закрепить петлю. Место обмотки обильно промазать эпоксидной смолой. Наматывать нить следует с постоянным натягом. Первый слой сверху вниз, затем обильно промазать смолой и возвращаемся вверх, виток к витку с постоянным натягом. Кончик нитки вставляется в петлю и затягивается под обмотку. Таким образом, концы полностью скрыты. Обмотку можно поправить, если что-то не радует глаз. И еще один обильный слой смолы. Излишки смолы надо сразу убрать, пока не застыло. Торец тоже желательно промазать и втереть, убирая излишки. Смола высохла. Теперь его надо заточить. Точу всегда на глаз. По углу заточки могу сказать из моих наблюдений следующее. Так как лезвие не толстое и топор будет использоваться преимущественно для рубки, угол точу не очень острый, примерно 40 градусов. Таким образом, топор долго будет держать заточку и отлично ломать щепу. Заточку нужно производить без нажима и следить, чтобы не перегревать лезвие.
Когда угол выведен, довожу алмазным оселком 600 грит. В зеркало не точу, так как это рабочий топор, и если он подсядет, а это случится не скоро, мне проще потратить минуту, чтобы привести его в рабочее состояние. Ну и последний штрих. Обезжириваю топор и крашу прозрачным лаком. Благодаря такому покрытию топор менее требователен в уходе. Ухаживать за инструментом, конечно, надо и нужно, но если вы будете работать под дождем длительное время, он не заржавеет. А теперь тест. Режущую кромку топора проверяют следующим образом. Берут еловую сухую ветку и рубят. Если режущая кромка после испытаний не имеет сколов и заминов, значит все сделано правильно. В данном случае все отлично. И, конечно же, смотрим, что я говорил про заточку. Для леснадзора это ветровал, сухостой, без листвы. Итак, топор не вязнет в древесине, а довольно бодро ломает щепу. Вообще топор — это вещь первой необходимости в лесу, крайне надежный и довольно универсальный инструмент. Данный экземпляр я сделал для друга, так что дарить его не стыдно. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Хоббийности.